Сегодня приготовим домашний ромовый торт с изюмом и орехами. Это торт два в одном. Его можно кушать как обычный торт, подавать на праздничный стол, а можно кушать как фрозен тартен, то есть как торт-мороженое. Если кусочек заморозить, у вас получается необыкновенно вкусный торт-мороженое. Ромовый торт с орехами великолепно сочетается с кофе. Готовится легко. Для начала сделаем бисквит. Для этого яйца с желтками взбейте с сахаром, ванилином, солью до стойких пиков. Затем просто просейте муку несколько раз и ложкой потихоньку всыпьте во вбитые яйца на самой маленькой скорости. Я взбиваю белки где-то минут 15, пока не увижу, что с ложки пена яичная не капает и не движется никак. Яйца начинайте взбивать на небольшой скорости. Сахар добавляйте не сразу весь, а постепенно. Пока взбиваются яйца, отмерьте муки и просейте ее 2-3 раза. Я вообще делаю это раз 5. Получается очень много воздуха в муке и очень хорошо поднимается потом наш бисквит. Ну вот, яйца уже хорошо взбились. Теперь нужно добавить муку. Делать это нужно вот так. Просто убавляете скорость миксера своего на самый минимум и потихонечку всыпайте всю муку, что у вас есть, ложечкой, чтобы у вас пена не опала. Ничего месить долго не нужно. Как только мука смешается с яйцами, сразу же ничего не ждем. Выливаем наше тесто в форму и ставим выпекаться. Выпекать нужно при 180 градусах 30 минут. Но печки у всех разные, поэтому плюс-минус 5 минут. В любом случае проверяйте готовность спичкой. Вот такой красивый бисквит у нас получится. Он очень поднимается хорошо. Дайте ему остыть, и можно с ним работать. Вынимать сразу из формы его не нужно, он должен остыть именно в форме. Можно даже перевернуть его вверх ногами на решетке, чтобы он не опал. Половина дела уже сделана, теперь займемся муссом. Сливки взбейте до пышного состояния и просто поставьте в холодильник, пока они нам не понадобятся. Ну и собственно делаем сам мусс. В кастрюльку налейте молока, положите кукурузный крахмал и насыпьте какао. Мне очень нравится насыщенный шоколадный вкус, поэтому какао я кладу много, ложек 5-6. С учетом того, что жидкость у нас будет почти 400 мл, это будет нормальная средняя величина. Кто любит еще сильнее вкус, более насыщенный, кладите еще ложку. Постоянно мешайте венчиком и растворите полностью какао. Мусс у нас готовится из 2 яиц. Одну часть мы взбиваем, а вторые 2 желтка мы добавляем сюда. Постоянно мешая, добавьте желтки и теперь уже уварите смесь на среднем огне до кремообразного состояния. Густота должна быть где-то как густота сметаны. Вы всегда можете добавить какао дополнительно или кукурузного крахмала, если считаете, что недостаточно густая у вас получается смесь. Я мешаю постоянно без перерыва. Смесь ни в коем случае не должна подгореть. Если вы за себя не уверены, делайте это на водяной бане. Ну вот, уже уварилась наша смесь с какао. Все, этого достаточно. Можете закрыть ее сверху пленкой, чтобы не дать воздуху попадать. Либо я положила, у меня есть с вакуумной крышкой баночка. Не забудьте в горячий сливочный крем положить плитку шоколада Ritter Sport с изюмом, ромом и орехами. Закройте его горячим кремом и накройте сверху крышкой. Пока мы будем заниматься белками, шоколад полностью растает. Вы потом перемешаете, и у вас будет готовый сливочный крем с ромом, изюмом и орехом. Обязательно накройте, на сливочном креме не должно образоваться пленка. Холод не ставьте. Теперь заключительная часть нашего мусса. Нам нужно взбить белки. Но так как белки сырыми кушать нельзя, поэтому их нужно будет заварить 100-градусным сиропом, чтобы продезинфицировать. Тогда белки взбитые можно кушать безопасно. Технология такая, что нам нужно просто взбить белки и заварить их 100-градусным сиропом, как я уже сказала. Поэтому заранее поставьте агар-агар разбухать, залейте его небольшим количеством воды. И сейчас в кастрюльке с толстым дном к агар-агару мы добавляем сахар. Включаем все это на небольшой огонь, ждем растворения сахара и легкого загустения. Когда вы будете уваривать сахар с агар-агаром, агар-агар будет очень сильно пениться, поэтому посуда должна быть с толстым дном и высокими стенками. Вам нужна температура кипения сиропа 108 градусов. Я для этого использую обычный кулинарный термометр. Вы, конечно, можете готовность сиропа определить и на глаз, то есть у вас с ложки сироп должен стекать тонкой струйкой и не рваться. Мне проще с помощью кулинарного термометра. Как только сироп у вас достигнет 100 градусов, начните взбивать белки. Белки взбивайте до пиков, не обязательно жестких, но пена должна быть очень плотной. За то время, пока вы их взбиваете, наш сироп достигнет 108 градусов.
Ну вот, термометр показывает уже 106 градусов. Будьте готовы. При 108 нужно будет вливать сироп во взбитые белки. Ну вот, температура сиропа достигла 108 градусов. Теперь, не выключая миксер на высоких оборотах, вливаем очень-очень тонкой струйкой наш сироп. Я не стала ускорять видеосъемку, чтобы вы видели, каким образом нужно вливать горячую смесь. Белки при этом сильно нагреваются и дезинфицируются. После того, как вы вольете весь сироп, пускай миксер еще поработает, и белки примерно остынут до градусов 50. На 50 градусов мы будем добавлять остальные ингредиенты, сливки и наш сливочный крем. Все, белки подостыли. Теперь аккуратно ложкой выкладывайте сливочный крем к белкам. Скорость миксера убавьте на минимум. Долго сильно вымешивать не нужно, масса должна остаться воздушной. Конечно, при добавлении жира, а какао это жир, масса немножечко опадет, но это не страшно. Там все равно очень много воздуха в белках. Плюс у нас еще взбитые сливки, так что мусс в целом получится очень воздушный. После сливочного крема вмешайте взбитые сливки. Миксер должен работать на самых маленьких оборотах. Долго вымешивать все не нужно. Как только все смешается, мусс готов. Все, теперь собираем наш торт. В форму для сборки торта поломайте бисквит. Бисквит получился очень воздушным. Ломайте его в хаотичном порядке. И залейте сверху муссом до самого верха формы. Собственно, торт уже готов. Поставьте его в холодильник на 12 часов. Где-то через час, когда мусс охладится, припорошите его какао сверху. И опять уберите в холодильник. Если вы хотите сделать frozen tartan, можете сразу поставить его весь в морозилку. Если потом, то в принципе можете отрезать пол готового торта и положить половинку в холодильник. У вас также получится половина frozen tartan. Для украшения я использовала карамель. Для этого в посуду с толстым дном насыпьте сахар. Налейте воды, чтобы покрыла сахар. Положите 2 столовые ложки меда и на медленном огне уварите смесь до золотистого состояния. Приготовьте фрукты, которые вы будете окунать в карамель. На медленном огне растворите полностью сахар и лишь затем добавьте огня, чтобы сахар начал темнеть. Желательно мешать все время лопаткой. Как только цвет карамели вас удовлетворит, снимайте ее с огня и дайте ей остыть. При застывании она будет густой, и можно будет получить тонкие нити различной фигуры. Окуная в карамель фрукты, на них будет образовываться тонкая пленочка красивая, карамельная. Этим прекрасно украшается торт. Кусочки цукатов можно проткнуть зубочисткой. Как только карамель достаточно остынет, с ней можно будет работать руками, наматывать ее на пальцы, на стакан и делать всевозможные тонкие нитки, которые потом будут украшать ваш торт.